Рама до покраски, вес 1217 грамм. Посмотрим после того, как я ее зачищу полностью, и будет еще один результат после того, как я ее покрашу. Краска металлик и 2 слоя лака. 4 часа работы и рама готова под покраску. Грунтовать не буду, буду скрывать праймером и красить в 2 цвета. Раму зашкурил. Вес получился 1206 грамм. Нам понадобится для покраски рамы такие материалы. Лак двухкомпонентный, краска. У меня в данном случае будет 2 цвета, черный и красный. Растворитель 47, потом, чтобы разводить краску и лак, акриловый растворитель. Грунт черный, я решил с баллончика использовать. Грунт для пластика, праймер. Потом намордник, укрывочная пленка. Если у вас какой-то бокс покрасочный есть, то в принципе укрывочная пленка вам не нужна. Я ей буду завешивать потолок, потому что он вот в таком состоянии, и тут может с него что-то посыпаться в самый ответственный момент. Плоттерная порезка логотипом или брендом вашего велосипеда. Перчатки и липкая салфетка, скотч малярный, ножи, наждачки использовал от 240 и до 600. Все по порядку, шкурилось все на мокрую. Ну и скотч-брайтом потом прошелся зеленым в таких труднодоступных местах. Очень классная штука. Все, вроде бы все. Ну, естественно, компрессор, краскопульт и стойка, чтобы повесить раму. Одна из самых важных деталей — это краскопульт. Есть большие такие, а это миник. Им как раз удобно красить рамы. Хорошо лежит в руке и можно подлезть в труднодоступные места. Рама обклеена. Все места, куда может залететь краска с лаком и доставить проблем, нужно заклеивать. Чем лучше обклеить, в общем, тем меньше потом будет проблем при сборке. С помощью укрывочной пленочки делаем вот такой себе навес, чтобы сверху ничего не сыпалось. Ну и в принципе оттуда тоже будет меньше пыли залетать. Это грунт для пластика. Он прозрачный, вообще никакого цвета не содержит. Далее открываем нашу краску и тщательно ее перемешиваем. Густовато, немного разбавлю. Для этого будем использовать растворитель. Вот такой вот акриловый расчинник. Добавим пистолет и сделаем пробный окрас какой-нибудь детальки. Это черный, но не просто черный, а черный металлик. Он такой, с блесткой. В пистолете дюза 1,2. Это самая большая, что я нашел для этого формата пистолетов. Возможно, есть и больше, но... Вот так. Теперь точно хватит. Продолжаем перемешивать, заливаем и настраиваем факел. Ну и вообще в целом краскопульт нужно настроить перед покраской. Профики это уже делают там закрытыми глазами, но я буду пользоваться этой штукой первый раз. Ну именно этой. Большими я красил, но этот удобнее, кстати. Именно мелкие детальки какие-то красить намного легче. После нанесения первого слоя ждем 20 минут.
И теперь нам нужно липкой салфеточкой поубирать опыл с рамы. И можно наносить второй слой. Первый слой я дал чуть-чуть больше, потому что пистолет небольшой и толком я его там не регулировал. Поставил на среднее значение подачи материала, и мне нравится. Результатом я доволен. Так, одной рукой, в общем, это делать не особо удобно. Выбираем плоттерку и клеим логотип. Промежуточный результат вот такой. Красный цвет плавно переходит в черный. Металлик очень круто смотрится. Блестки эти. Мне нравится. Потом 2 слоя лака и все. Рама готова. Пусть сохнет. Раму покрасил. Цвет вот такой вот получился. В принципе, база легла отлично, но лак был густой и пистолет оставил большую шагрень. Пришлось раму зашкурить, полностью замотовать под полировку. Еще один косяк обнаружился, то что у меня нету с собой полировочной пасты, и купить ее тут особо негде. Заказывать в интернете, ждать 3 дня, что не особо хотелось. Хочется побыстрее собрать байк и покататься уже на нем. Поэтому пришлось воспользоваться таким лайфхаком. Берем соду, любой крем для лица, для ног, там какой у вас есть, смешиваем. Получается абразивная паста вот такая вот для полировки. Результат вот, мне нравится. Все, начинаем полировать. Ну и для этого вам понадобится полировочная машинка или, как у меня в данном случае, это насадка Форекла красная. Это средней твердости она. Ну и шуруповерт. Лучше, конечно, иметь дрель или полировочную машинку, но за неимением будем использовать вот этот вот девайс. Все, рама отполирована. Результатом я более чем доволен. Стекло я ее не полировал, ну такой средний глянец, можно сказать. Так что, если у вас есть желание изменить дизайн своей рамы, то это вполне можно сделать самому при определенных навыках и небольшом количестве инструментов.